Чем можно из Писания доказать, как можно доказать, что Илья именно придет к новозаветным и восстанавливать крещение, да? Как можно из Писания доказать, что это не иудействующий, это именно новозаветная апостольская церковь? Именно в одну из 15 поместных церквей он должен прийти. Святые отцы говорят четко, ясно, что весь рассвет пойдет именно православие с Руси. Все говорят об этом. Но смотрите, вот какая ситуация. Если описано, что Илья пророк – это ангел с востока, который будет именно запечатлевать, в Откровении сказано, да, то есть избранных, и отцы святые толкуют на руках у него, да, запечатление. Что же такое на руках запечатление у него? Это и есть вторая часть крещения. Так вы услышите, это вторая часть крещения, миропомазания. То есть, значит, у этих людей первая часть крещения есть уже. Им нет нужды первую часть крещения делать, водное погружение. Понимаете? Это доказательство того, что Илья придет, пророк, только вторую часть восстанавливать извращенное. Подумайте на эту тему. Каждый пусть подумает на эту тему, что Господь много нам защиты дал от всяких еретиков. У нас же многие нападают и говорят, что он должен именно туда прийти, в Иудею, там быть. И это говорят все те, которые поминающие, не поминающие, все. Все те, которые не понимают, что Илья пророк – это и есть православный русский царь. Не понимают, а доказательств много в Откровении. Господь столько много всего открыл, зная, что в последнее время много будет еретиков. И как Ефрем Сирин говорил, что придет Илья и Енох, и мало кто им поверит. И поэтому сейчас люди не понимают, они думают, не понимая, непросвещенные Духом Святым, приняли неправильную информацию о том, что должен Илья и Енох, две масляные, прийти именно в Иерусалим и в Иудею, и там проповедовать. Там они должны жить, быть и так далее, да, там не знаю. Нет, это неверно, это неправильно. И в Писании это доказывается в Откровении, что Илья будет вторую часть крещения восстанавливать. Понимаете? Таинство то, которое нарушено, именно руковозложение апостольское, миропомазывание, когда мы людей крестим. Вот. А водная часть, значит, не нарушена. Ибо нет такого крещения, чтобы, допустим, мог он прийти и запечатлевать только вторым. Да, то есть вот крещением, то есть вот второй частью крещения, только руковозложением. А как же тогда водное крещение, которое без второго не бывает? Это же таинство. Как без этого таинства быть? Никак. Поэтому здесь четко ясно Писание доказывает, что Илья пророк придет именно новозаветный Израиль, который Христос основал. Его придет возвращать к Богу, ибо он развратится, поклонится иудействующим, примет их документы и нарушит крещение. Сперва предаст царя православного, попадая под свою анафему, нарушая клятву 1613 года верности о присяге. Ведь народ же такую верность дал собором. Поэтому здесь должно было это все чтить до последнего. Но нарушив эту присягу, предав царя земного, они потом, ослепленный уже народ, предал царя и небесного, когда принял иудейские документы, которые напичканы символиками синагоги, сатаны, Бафомета, зверя, штрих-кода, начертания самого из Апокалипсиса, номера. Вот так, чтобы люди понимали. Бог в Откровении очень много показал нам всего. Поэтому апостол Иоанн говорит, богослов, блажен, кто в последнее время будет читать и исполнять слова книги сия. А многие читают, но не исполняют. А мы с вами, братья и сестры, все с Царской империи, знаем, что мы и читаем сие слова,
и исполняем на деле, соборами доказывая, делами утверждая, исправляя крещение, именно вторую часть, ибо первое у нас есть водное крещение. Это доказательство против вот этих вот агеевцы, там все вот эти непоминающие, потом в МП находится столько всего, и все, Илья, он должен прийти именно к тем иудеям, которые не приняли Христа, и там в Израиле, то есть в Иерусалиме, там, да, где-то проповедовать. Нет, это все неправильно, это извращение Писания, это есть еретическое заблуждение. Еще раз повторюсь, Откровение говорит о том, что именно Илья будет вторую часть крещения поправлять. Крещение составляет в себе как подобие образа Господа нашего Иисуса Христа, не слитно и нераздельно в себе имеет два великого таинства. Крещение водное и миропомазание. Они не слитны и нераздельны. Но это одно целое крещение. То есть, да, вот именно. И без одного недостающего человек всегда в ад идет. Но здесь сказано о том, что он на руках будет именно иметь благодать. Здесь говорится о апостольском руковозложении. В толковании святых отцов они так говорят об этом. Поэтому это и есть именно те люди новозаветные. Вот коротко и ясно всем вот этим агеевцам, вот этим вот Сергий Агеев, да, который там архиепископом себя называет, которые людям ереси вот эти проповедуют, а люди не понимают и слушают его. Вот эти вот, которые Даниил, там Евстратий, хулящий помазанников, не понимающий, что Бог великий, славный, страшный и безымянный, Бог Израилев действует через детей своих, через две власти в мире, от начала и до конца будет действовать, через две масляные, а это есть царство и первосвященство. Хуля помазанников, он не понимает, что он хулит самого Бога, извращая все. И вот куда сейчас не ткни, в каких непоминающих, они все находятся вот с такой вот именно, с такими дырками, с таким положением не твердым, не смогут ни себя защитить, ни тех, которые за ними идут. Но мы напротив, друзья мои, Господь нам дает разумение в Писании, и мы разбиваем их коротко и ясно. Помоги нам, Господи, с Богом.